Хайрлы күн, добрый день. Сегодня 25 июля 2025 год. Это будет дорожное путешествие, точнее можно сказать, что видео будет про дороги в основном. Мы потихоньку выезжаем из города Семей в сторону Российской Федерации, а в дальнейшем в Барнаул. Семей, граница Российской Федерации, дорога. Добрый день, сейчас мы находимся в городе Семей и только что покинули границы города. Оказались сразу же в Сосновом Бору. Здесь прям сосновый лес, полиция, знак Семей. Дорога хорошая, асфальтированная, есть разметки. Сегодня мы приехали как раз в город Семей со стороны населенного пункта Караул. И как бы природа заметно поменялась. Там вообще толком, можно сказать, деревьев не было, а здесь целый бор. То есть огромное количество деревьев, огромный лес. Растут в основном сосны. Выглядит просто шикарно. Дорога хорошая, погода благоприятная, день чудесный. Здесь очень красивые места и радует, что дорога хорошая и есть разметки. Несмотря на то, что очень много поворотов, дорога извилистая, все же можно ехать без проблем, то есть это 100 км в час. Особо каких-то знаков не видели, камер тоже не видели. Полицейских последний раз видели в городе Семей. Местами встречаются скоростные ограничения. Только что видели знак 80 км на 3 километра. До границы с Российской Федерацией здесь ехать недалеко. Каких-либо информационных таблиц, информационных стендов, ничего такого не видели пока что. Но навигатор говорит примерно 100 километров. Загруженность трассы не такая высокая. Машин мало. Есть грузовые. Вдоль дороги есть надписи «Берегите лес». Я так понимаю, это 12 километр. Есть отметка на синем фоне. Видимо, 12 километров проехали от города Семей. Бородулиха ауданы, Барнаул, Петропавловка. Здесь уже лес потихоньку заканчивается. Так, это примерно километр от города Семей. 18 километров, получается, леса было. Лес, ну, такой приличных размеров. Не совсем супер большой, но и не маленький. Вон там есть частями лес, видите, вдали вон там. И вон там вдали тоже. Местами идут какие-то дорожные работы, есть ограничение 90-70. На дороге местами появились неровности и волны. Стоит какой-то плакат о том, что идут какие-то работы. На 10 километров ограничение. Ой, а дорога закончилась хорошая. И даже разметки пропали. Сразу появились заплатки и прям, ну так себе стала дорога. И ямы появились. Каких-либо ремонтных дорожных работ я не вижу. Техники не видать.
направлении в сторону населенного пункта Карагайлы. Ям стало только больше. Эх, я думал, хотя бы до границы будет такая хорошая дорога. Оставляет желать лучшего. Вокруг поля выращивают сено. С правой стороны леса продолжаются. Впереди какие-то желтые поля. Вероятнее всего, это может быть подсолнухи. Ребята радуются, что вы увидели подсолнухи. Огромное количество. И там он, кстати, даже в лес уходит. Красота, конечно. Я, конечно, был Казахстанга барлығы, вы че? Так, у нас небольшая тематическая остановка, потому что не смогли просто так проехать. Тем более с нами в машине едут девушки. Вот, смотрите, красота какая. Странно, что они все отвернулись от солнца. Так, мы что-то здесь дорогу потеряли, едем теперь просто по полю. Вот, сейчас здесь с левой стороны пока что рядом с лесом есть дорога. Самғырдан сұрау керек еді ғой, Что делает турист, когда видит подсолнухи? Конечно, фото, видео и, конечно, бегают. Я обязательно в конечном итоге учту дорогу и с остановкой, и без остановки. Красота, конечно. А как здесь дышится? Воздух прям сладкий. Шикарно. Что самое интересное, здесь вот где растут подсолнухи, да? Смотрите, здесь песок как на пляжу. Мягкий. Очень такой мелкий, нежный прям. Красота. Пластик. Вот, прикиньте, да, здесь вот мы сейчас стоим между подсолнухами, вот, да, и дальше сосновый лес. Просто, ну, шикарно. Еще тем более здесь перед сосновым лесом есть дорога. Можно сделать шикарные кадры, если у вас дрон есть. Вот Ершат тоже снимает контент. Смотрите, некоторые еще даже не открылись, видите, зелененькие, ничего нету. Некоторые вот такие маленькие. Вот здесь многие, смотрите, еще не открылись. Вот только-только открывается. Смотрите, какая красота. В этой поездке впервые встретил человека по имени Самғар. Вот. Раньше этого имени не слышал. Очень редкое имя у нас. Вообще очень красиво здесь. Очень красиво. Смотрите, как они все на нас смотрят. Обалдеть. Возвращаемся обратно на трассу. Ни один подсолнух не пострадал от наших рук и тем более от колес. Вот. Едем дальше. Вернулись на трассу, продолжаем наш путь. С левой стороны тоже, кстати говоря, подсолнухи. Я ребятам предлагал, но на эту сторону они не хотят заезжать. Едем дальше. Ограничение 90, Барнаул, Покровка. Новопокровка. Ограничение 70, 50. Эдем, Конакы, кафе. Да, дорога оставляет желать лучшего, конечно. Тут что-то совсем испортилось. Есть железнодорожный переезд. Ездят грузовые автомобили. Есть автобус, оказывается, Барнаул, Семей. Большой, только что 50-местный проехал. Все, преодолели железнодорожный переезд. Едем дальше. Ограничение по массе 8 тонн на ось, кажется.
Здесь тоже есть какие-то леса, но это уже не сосны. Больше похоже на березы или карагаш. Кажется, березы. Какой-то округ, непонятно. Надпись выцвела. Так, выехали на какой-то нормальный асфальт. Разметок нет. Но, как вы заметили, зелени стало намного больше. Если сравнить с тем, что было до города Семей. Я думаю, вот эти грузовики помнят все, кто смотрели фильм «Пункт назначения». Кстати говоря, такие грузовики с бревнами на борту, да, их очень сложно встретить где-то у нас там в стороне Алматы, в Алматинской области. Такого особо не встретишь. Это, походу, только в этих краях. Так, дорога снова стала так себе. Батпаевское лесничество. Идет какой-то ремонт дорог. Ой, да тут кладут новый асфальт, слушайте. Поверх старого асфальта кладут новый. Я не знаю, не уверен, сняли ли там уровень асфальта, но ощущение такое, что... да, сняли точно, да. Уровень верхний снят. Кладут новый асфальт, ровный, черный, как мы любим. Ух ты, мне кажется, такого нигде не увидеть. Здесь, короче, кладбище между подсолнухами. Прикольно, посадили подсолнухи вокруг кладбища. Идея, да? Ага. Тянутся столбы ЛЭД. Также есть столбы Автозавтелеком. Здесь дорога прям хорошая, да, только разметки не хватает пока. Но черный асфальт, красота. Ровно, да, не качай? Да. Видимо, дорогу начали ремонтировать в этом году, пока что нет разметок. Зато есть знаки о том, что дороги неровные. Наверное, это старые знаки. Местами можно встретить какие-то вот дома, не знаю, может быть, какие-то отдаленные фермы. Ангел полицейский. Есть вот такие макеты полицейских автомобилей. 18-й регион. Да это село, видимо, вот Михайловка. Вот смотрите, вдоль дороги насыпали песка. Видимо, будут отсыпать обочину, чтобы была вровень с дорогой. Потому что, как-то с дороги нужно же съехать, где-то остановиться. Здесь вот кладбище. Едем вдоль соснового леса. Лес, оказывается, намного дальше вытянулся. То есть я думал, что он там в Семее закончился, да, там буквально 18 километров. Оказывается, он дальше тянется. Автобусной остановки населенный пункт Камышинское. Камышинское лесничество. И здесь есть какой-то памятник. Пешеходные переходы, остановка. Кстати говоря, остановки отличаются. По всей видимости, были построены еще в советском периоде. Неровности на дороге на 6 километров. Приблизились к лесу. Или лес пришел к нам. Смотрите, как близко идет. Это сосновый лес все. Сосны высоченные, красивые. Примерно 49-й километр от города Семей. 48-й. И дорога опять стала плохая, старая. Очень много неровностей, заплатки, ямы. Камышинка на синем фоне. Это, видимо, вот населенный пункт с правой стороны. Подстанция находится. Хочу напомнить, что мы все еще находимся на территории Казахстана. Будем заезжать на территорию Российской Федерации, пересекать границу. Вокруг бараны и подсолнухи. Какой-то непонятный
ровный асфальт, такое ощущение, будто сняли верхний слой. Но при этом разметка присутствует. Теперь вдоль дороги пошел лес. Или это лесополоса. О, добывают мед. Медодобывающая компания, предприятие. Так, впереди вижу АЗС. Начало населенного пункта. Заезжаем куда-то. Дмитриевка. Населенный пункт Дмитриевка. Дорога стала чуть получше. Здесь у нас 92-й 220, дизель 315. 57-й километр. Дорога проходит через село. Налево Белагаш, направо Шаманайха, Бородулиха. В прошлом году катались по этой дороге. Шаманайхи есть тоже видео на канале. А мы едем прямо. О, коровы возвращаются домой. Огромное стадо вот тут и вот тут. Лошадей, кстати, мало видели. Дорога, кстати, стала лучше опять. Вот здесь дорога, кстати, прям намного лучше стала. Такая прям ровная, хорошо едем. И разметки есть. Что-то давно не видать машин. Походу в этом направлении особо никто не ездит. Ну или очень мало транспорта. Вдали видим вышку связи. С правой стороны водонапорную башню. Есть какой-то населенный пункт. Бурабай. Ну, на тебе. Здесь тоже есть свой Бурабай. Прикольно. Но на повороте, кстати, не было асфальта. И походу он один из исчезающих населенных пунктов, потому что что-то домов мало очень. И дорога снова испортилась. Неровности на 10 км. Что-то совсем не понять логику дорожных служб. Или, не знаю, за эту дорогу Казавтожол отвечает, если, или это областного значения дорога. Логики нет, потому что то хорошая дорога, то плохая дорога. Почему так? Почему нельзя, чтобы вся дорога была хорошая? Временные знаки 90-70. Да, обалдеть, конечно, здесь лес огромный. Его конца и края не видать. Направление на Березовка. Едем дальше. Слева проезжаем какое-то мертвое озеро. Воды нет, осталась только соль. Вот, а на дороге появились волны. Колея. Ого! За долгое время появилось какое-то озеро с левой стороны. С правой стороны лес. Здесь вот есть вроде как камыши. Каких-либо названий или указаний об озере ничего такого нет. То озеро, которое ранее проехали, на карте отмечено как Пресное. Впереди будет озеро следующее Камыши. Здесь едут небольшие автовозы. Идем на обгон. Еще одно озеро, только теперь с правой стороны. Но этот у него нет названия на карте. Едем дальше. Интересно, что впереди нас ждет населенный пункт Аул.
То есть, короче говоря, на свете закончились все названия, и село решили назвать село. То есть на казахском будет аул, и они назвали его аул. Очень интересно. Смотрите, и вправду знак аул. Это просто круто. Никогда такого названия еще не слышал. О, лошади появились. Не обращайте внимания, у нас здесь еще параллельно рация разговаривает. Иногда, возможно, вы будете слышать и другие голоса. Нас вообще здесь много. Едем 2 машины, 9 человек и 1 собака. И я говорю про настоящую собаку. Мы никого не обзываем. Вау! Что за красота! Что за сосновый бор бесконечный просто. Мы сколько едем, он все время нас сопровождал вдоль дороги. АЗС через 100 метров. Здесь вот есть Дюкен, маркет. Вокруг лес. Едем, по идее. В России ты хочешь? Российский хочешь? Мы в Монголию через Россию. Через Россию, в российский проедешь, там есть такой. Да. А что с этим валютой делать? С каким? У нас только доллар или тенге. Там Или проедешься, да, там в селе, там, да, можно обменить. Вон нам говорят, что там со стороны Российской Федерации в селе можно обменять деньги. все тогда. А там Каспий работает, нет, в России? Знаешь. Сам откуда? Откуда едешь? Барнаул. Все, давай, рахмет, брат. Здесь вот делают автострахование, есть последний АЗС, сказали здесь. Продается дизель 315 и бензин 92, 213. Заправка осы, соңғы заправка дейді. Керек по заправка. АЗС называется аул. Ой, вообще просто фантазия махта. Мне нравится название, очень классное. Потому что оно уникальное, потому что сколько катаюсь по Казахстану, такого не видел. Дальше дорога лучше не стала, продолжаем ехать. До границы осталось недалеко. Страховку на автомобиль можно купить, сказали, как с нашей стороны, с Казахстана, или же можно купить уже на территории РФ. Продолжаем ехать, пока что без изменений. Дорога все такая же жуткая, разметок нет. Да, ну, благо, конечно, хотя бы какой-то асфальт есть, тоже радует, но ведь можно же было как-то более ровнее, красивее сделать. Есть вот такие смотровые точки, непонятно, либо это погранслужба, либо лесхозслужба. О, все, пошла граница. Пошли заборы с колючей проволокой по 2 полосы. Уже очень близко оказались к границе. Вдали видим какие-то объекты. С правой стороны лес, с левой стороны заборы. Видимо, как-то проходит вот Российская Федерация граница и Казахстан, я так понимаю. Или может это какая-то приграничная территория, сложно сказать. Но пока что едем, потихоньку приближаемся. Дорога лучше не стала, конечно. Вот теперь уже видим, кажется, башни пограничной службы. Есть какие-то сооружения. Видим вдали какую-то красную вышку связи. Видим, фуры стоят. Не знаю, сейчас посмотрим. Надеюсь, может, мы как-то можем проехать как-то без очереди. Потому что мы груз не везем. Да. Так, здесь вот есть какие-то дома, несколько домов. Фуры стоят, надо будет спросить, конечно, может гражданским, так скажем, кто едут туристы, какая-то другая очередь, возможно, есть. Вот 24 часа страховка есть, арах, шарап, вино, водка. Так, некоторые вещи уберем, чтобы не привлекать лишнее внимание. Вот, с левой стороны, видите, колючая проволока полностью тянется, заборы.
Это однозначно, я думаю, что Российская Федерация уже точно. Там, ого, смотрите, с той стороны огромное количество фур просто стоит. Они, наверное, хотят заехать в Казахстан, я так думаю. Обалдеть. На территории Российской Федерации граждане Казахстана могут заехать по удостоверению личности. Ну или также можно использовать загранпаспорт по желанию. Можно и так, и так. Только что проехали водители большегрузов, сказали, легковым можно будет вот так объехать, получается, и заехать, то есть, ну, вне очереди. Вот, а потому что фуры будут дальше стоять, видимо, у них какая-то проверка или рентген. Вот, сейчас вот готовим свои документы и поедем дальше, вперед, в путь. Так, едем на границу, здесь вот знак стоп есть на въезде. А, вот большегруз направо уходит, а мы дальше едем, получается, видите? Вот легковушки стоят здесь. Здесь? Да, я так понимаю. Прямо. Не знаю, вот на шлагбаум, я так понимаю, видишь, они на рентген идут, походу. Нам сказали, что очередь для легковых начинается вот здесь, вот буквально одна машина, стоим. Нас тут в очередь для легковых стоит всего лишь 3 машины вместе с нами. То есть, надеюсь, быстро пройдем. Сейчас у нас время 6 часов и 20 минут. К сожалению, здесь на границе никакая сотовая связь не ловит. Ни Теле2, ни Билайн, ни Актив. То есть, ну, как бы казахстанские сотовые операторы не работают. Вот так выглядит граница. Здесь тоже дорог особо нет. Нам сказали, что водитель автомобиля должен взять свои документы на машину и так далее, на себя. Там удостоверение личности или паспорт, если нужно. И собрать у всех документы своих пассажиров и подойти сюда. Получается, тут вот стоит шлагбаум. Там сидит человек погранслужбы. Вот, он проверяет документы и дает какой-то квиток. Вот такую бумажку нам выписали. Талон прохождения пограничного контроля. Это мы еще с Казахстана не выехали. Все, нас пропускают. Здесь, видимо, стоят какие-то рентгеновские аппараты. Янтарь, Аспект. Вот, камеры висят, такие вот ангары есть. Теперь, называется прикольно, погранпереход Аул называется. Видимо, в честь последнего населенного пункта. Мы все еще на территории Казахстана. Просто заехали в пограничную, не знаю, как это, зону. Здесь, наверное, будет какой-то досмотр, не знаю, что-то такое, наверное, проверка личности. Чтобы проехать на границу, прождали 15 минут. Сейчас стоим на досмотре. Здесь досматривают личные вещи, машину. Осмотр делают под капотом, все двери открывают. И, конечно же, даже смотрят вот такие маленькие, ну, сумки. То есть просят открыть. Вот, я не знаю, как долго займет у нас, потому что тут вещей много и на крыше, и в багажнике. Куремность, короче, посмотрим. Проверили автомобиль полностью, посмотрели вещи, спросили, есть ли у нас оружие, запрещенные вещи, запрещенные предметы. У нас ничего такого нет. Вот, сейчас идем толпой полностью за водителем нашим, за хозяином машины. У него вот этот квиток, и он должен сказать, что мы его пассажиры. Сперва проверяют водителя, а потом нас всех. Смотрите, про такое даже не слышал. Андраспан и Гармала провозить нельзя. Вот мы и прошли на, как это называется, ну, ничейная граница. Точнее, это пока что еще казахстанская. Из нее выезжаешь, потом будет какая-то ничейная граница. Забыл, как называется это. Вот, все мы прошли по удостоверению личности. Все, едем дальше. Нас всех без проблем проверили, как бы сказали, все, хорошей дороги. Все, прошли границу. У нас спросили, что есть в канистрах. Мы сказали, что у нас там просто вода для рук. И сказали, что, оказывается, топливо провозить нельзя. То есть даже 1 литр нельзя, сказали. Вот. Едем дальше. Теперь проходим, выходим уже из границы Казахстана. Вспомнил, это называется нейтральная территория. Вот мы сейчас стоим на нейтральной территории, да. Очередь у нас буквально одна машина перед нами и мы. Ребята говорят, то, что этот на 2 часа
время перепрыгнуло. Если в Казахстане было 7 часов вечера, то здесь уже на территории РФ, ну на нейтралке, да, здесь уже 9 часов вечера. Также подсказали, что здесь недалеко есть еще 2 границы для перехода. И оказывается, вот эта граница, она работает 24 часа. Другие границы только дневное время. Во, Веселоярск. Многосторонний автомобильный пункт пропуска. Туалет, бокс досмотра, паспортный контроль, грузовой, легковой транспорт. Проход казахстанской границы вместе с ожиданием заняло 40 минут. Пока стоим на границе, решили перекусить. Это арбуз из Алматинской области, сорт Барселона. Заехали на проверку в 7:45, прождали на нейтральной территории 45 минут. На въезде здесь через шлагбаум попросили показать просто удостоверение и держать в руках. Прошли границу, дали вот такую миграционную карту. Вот ждем сейчас. Проверяют машину вместе с водителем. Здесь тоже, как обычно, водитель проходит первый, а потом проходят пассажиры. Спросили, куда едете, какой маршрут, и сказали, окей, хорошо, хорошей дороги. Все, выезжаем. Получается, на границе вся волокита, вот это, да, именно со стороны РФ, заняла 15 минут. За 15 минут проверили машину, проверили нас, поставили нам вот эти миграционные, дали бумажки. И как бы все, мы здесь, на территории Российской Федерации, это вот Алтайский край, позади меня. Добро пожаловать! Со стороны Российской Федерации здесь, кстати говоря, транспорта побольше, и фур тоже побольше, которые хотят заехать. Кстати, на улице очень много комаров. Вот прям реально сейчас ходим, нас тут хавают. Обработка от комаров. Какая вонючая штука, не. Ауыз қада дейді ғой. Аяққа шашу керек еді. Арбуз доехал из Алматинской области до Алтайского края. Надеюсь, он жив. Арбузный снай. Как пахнет. Пакет чистый. Сейчас все комары сюда пролетят. Если говорить про общее время, что мы потратили на границу, то что ожидание, очередь, прохождение 1 час 40 минут. Это полностью на обе границы. Казахстан прошли и Российскую Федерацию прошли. Нам еще это надо не забыть сделать страховку на автомобиль. И что самое интересное, мы до сих пор сегодня не знаем, где будем ночевать. Короче говоря, у нас вот такой формат поездки, что каждый вечер мы не знаем, где будем ночевать. Короче говоря, выехали, дождались нашу вторую машину, их долго держали. Потом они там, короче говоря, долго проходили. Мы все прошли, едем. Сейчас в Рубцовск едем. Сотовая связь у нас ничего не ловит, почему-то ничего не подключается, и этот роуминг тоже не подключается. А это огромная очередь, видите, встречка полностью фурами забита. Они, наверное, до утра будут стоять, а может даже несколько дней будут стоять. Обалдеть. Огромное количество просто. Дорога с этой стороны намного лучше. По одной полосе в каждом направлении. Вроде как эта дорога бесплатная. Платных знаков ничего не видели. Видите, как все четко читается. Знаки, разметки хорошие. Дорога хорошая. Еще какие-то ограждения есть, видите, на повороте вдоль дороги с отражателями. Приветствуем культурных водителей. Прикольная надпись. Мы культурные водители. Надеюсь, нас не будут трогать. Кстати говоря, заметили, что с этой стороны негде сделать страховку. А по сути нам надо бы сделать. Пока что нигде не видели ни будки, ни ни магазина, ни кафешки, где делают страховку. Вот. Стояли у знака Алтайский край, и там ничего такого не видели. Не знаю, где будет теперь впереди.
Обозначение канал. Так, здесь какая-то территория. Веселоярск. Заезжаем в населенный пункт. Есть обозначение, есть фото-видеофиксация. Появилось сразу дорожное освещение. Освещение хорошее. Дорога тоже хорошая. Прикольно, что дорожное освещение прыгает с одной стороны на другую сторону. Сперва было с левой стороны освещение, теперь с правой стороны освещение. Конкретно большой населенный пункт, до сих пор едем. Много ограничений на 40 км в час, висят камеры. О, это первый вот АЗС. Здесь тоже есть, видимо, камера. Может, это арка платных дорог, как у нас похоже. Первый АЗС, Техно называется. 92-й 55 рублей и 40. Дизель 72 и 10. О, Веселоярск закончился. Обалдеть, реально большой населенный пункт. Короче, примерно вот столько получается, если на 6 умножать. 332 тенге примерно. Я просто не знаю сейчас какой точный курс. Ну, примерно около 6. Получается, это за литр бензина 92-го. А это примерная стоимость дизеля. Тем временем в Казахстане начали расти цены на топливо. И 92-й у нас сейчас стоит 220 тенге. Власти Казахстана говорят, что цены будут подниматься и будут как у соседей. Я считаю, что 92-й за 300 тенге за литр это как-то слишком дорого. Потому что у нас в начале года 92-й стоил 205 тенге. И если в течение года поднимется до 300, это звучит жутко. Качество дороги реально очень хорошее, прям такая ровная. Никаких неровностей, каких-то ям, ничего такого нет. Заплаток тоже нет. Едем и наслаждаемся. Направление на Зерно, Новоалександровка. На синем фоне. Едем прямо. Очередной канал. Местами вдоль дороги можно увидеть название трассы. Это А322. Также заметил, что местами, где есть стыки с мостами, там стыки так себе. Есть волны, есть неровности. Так, появились какие-то неровности. Местами имеются небольшие ямы. Будто дорога продавилась. Так что дорога уже не такая идеальная. Рекомендованная скорость 100. Пункт сбора оплаты где-то. Видимо, дорога платная, походу. Но здесь что-то никого не видно, если честно. Даже непонятно, за что платить, кому платить. Вот. Да, информация идет на русском и на английском языке. Едем по трассе А322. Что-то так и не поняли, кому платить, что платить. То есть просто есть стрелка, а там ничего не горит, ни света нету, ни указателей больше. Так что пока что едем дальше в Рубцовск, а там посмотрим. Местами даже появились заплатки, причем таких приличных размеров. Дорога и вправду стала что-то, как бы много изъянов на ней. Тем более, если она платная. Впереди какая-то освещенная территория, пока непонятно, что это за свет. Какой-то населенный пункт начинается, да, и вправду. Заезжаем в населенный пункт, вот и свет появился. Здесь у нас Рубцовск. А вот и город Рубцовск. Здесь ограничение 60. Появился АЗС с правой стороны, вот. Примерно цены такие же. 92-й, 56 и 20 рублей. Сегодня вообще планировали добраться до Барнаула, но что-то слишком много времени ушло на границу, на дорогу. Не успели. Так что сейчас постараемся найти здесь ночлег. И завтра уже утром продолжим.
продолжим наш путь. О, нас остановил ДПС. СКП-1 Алтай. Проверили документы, водительское удостоверение и документы на машину. Спросили, куда едем. Нашли, короче говоря, пятерочку, 24 часа работает. Вот, подождали, пока откроется. У них пересменка была. Здесь вот еда продается разная. Потом здесь вот арбузы отечественные, видите, 34 рубля. Такие вот арбузы. Вот, ну, в целом выбор неплохой. Кулинария есть, овощи, фрукты. Кстати говоря, в данный момент в Российской Федерации не принимаются платежные карты систем Visa и MasterCard. И потом мы по пути, вот, например, да, поздно заехали, мы не успели обменять деньги. У нас сейчас рублей нет. Соответственно, тенге, доллары тоже не принимают. И потом мы все никак не можем почему-то подключить роуминг. Не подключается. Короче говоря, ситуация очень странная. Молочные отделы. Прям выбор хороший довольно-таки. Большинство продуктов все отечественное. Я все взял перекусик. Перекус взял. Дошик. А где мы кипяток возьмем? Заправка, да? Надеемся на заправку. На заправку рассчитываем? А здесь же кипяток должен быть, кстати говоря. Да? У них же есть есть место, типа мини-кухня. Можно посмотреть. Вот. Короче говоря, если поедем на заправку, тоже не сможем оплатить. За гостиницу тоже нечем оплатить. Вот, встретили здесь парня. Его зовут Марк. Вот. Очень веселый, позитивный парниша оказался. Согласился нам помочь, короче говоря. Даже одолжил даже интернет, короче, дал. Еще готов одолжить даже денег. Очень круто. Ого, здесь еще какие-то кубанские арбузы продают по 150 рублей. Это дороже, чем те, которые мы видели. У них рисунок другой, кстати говоря. Короче, мы до сих пор в пятерочке, до сих пор не поели, потому что не смогли купить продукты. Очень сложно перевести, оказывается, деньги вообще. Вот, для того, чтобы перевести здесь кому-то на карту деньги, да, нужно иметь в Казахстане кого-то, у кого есть карта МИР, чтобы мы ему перевели там, не знаю, на Халык-банк или на Каспий, и чтобы этот человек перевел со своего МИРа сюда кому-то на карту. Вот, короче. Сейчас ребята поехали обменник искать, короче, в центре города сказали, обменник есть. Вот, оказывается, на сегодня 1 рубль российский стоит 6,7 тенге. Капец, тенге что-то падает жестко. Вот, до сих пор ждем, уже прошло 1 час и 25 минут. До сих пор не покушали. И сегодня, видать, спать не будем. Если все эти цены умножать на 6,7, то выходит приличная сумма. Вот каждый умножать, если да. Цены на зубные щетки. Шампуни. Гигиена. Оказывается, кстати говоря, город-то не маленький. Здесь проживает 120 тысяч человек. Есть каких-то 3 основных завода. Говорят, местные жители работают, молодежь работает. Стоимость яиц. Умножаем все это на 6,7, чтобы получить тенге. Есть вот такая вот молочная сказка. Оказывается, это барнаульский продукт, то есть делается в городе Барнаул, потому что им вот тут основная часть все забита им. Вот, то есть молочная сказка, молочная сказка. Также еще простоквашино есть. Ого, слушайте, это местный локальный кефир, он стоит 570 тенге. 2,5 объем получается. В целом у нас в Казахстане обычно наша локальная продукция, ну, как бы есть, да, тоже по такой же цене, но в основном в городе Алматы они дороже. И у нас чаще всего доступнее цены на продукты из Кыргызстана. О, что там, Ахтатап нормально? Обменник нормально? А что? А что, а чем платите?
Совестью? Распиской, да, распиской на обратке. Ломбардтан слова написал. Все, нам Марк помог, короче говоря, оплатил. Мы ему закинули. Все, вот такой вот чек вышел на 4615 рублей. Собираемся сразу перекусить на парковке пятерочки. Ну. Главное, ребята кайфуют, получают удовольствие. И не важно, что мы где-то на улице, на парковке. Ну да, один минус, конечно, то, что, не знаю, может приехать ДПС за нами. Наверное, это как-то, возможно, запрещено кушать на парковке, да, в ночное время. А может и никто не приедет. Все, покушали, вот собираем мусор, за собой прибираем. Собираем оборудование. Осталось немного еды. Берем с собой в дорогу. Вот такое путешествие. Ну, протерли лобовое, все, готовы ехать. Остановка на туалет. Ya oturabilir. Aynur очередь тур. Выехали из города Рубцов. Направляемся в Барнаул. Все же решили не ночевать и ехать до Барнаула. Здесь вот поворот на Барнаул показывает 200... Сколько? 298 км. Оңға. Ё-моё. 300 шақырым. Барнаул 275 км. По пути сейчас здесь. Барнаул 176, потихоньку пошел рассвет. Местами есть дорожные знаки, ограничения до 50, камеры, фото-видеофиксация. Также, конечно, встречаются АЗС, заправки. Пока что все четко, отлично, дорога ровная, есть разметки, очень радует. Каких-либо животных не встречали. Вдруг стало по 2 полосы движения в каждом направлении. Вдоль дороги есть большие такие парковки. Тут я смотрю фуры, большие грузы ночуют. Это, видимо, место, видимо, какой-то этот был. Дорога не стала шире, только такое место было всего лишь. Снова сужение по одной полосе. Слушайте, вот это, походу, расширение, оно было напоминало бетонные плиты. Ехали по стыкам. А сейчас снова вернулись на асфальт. На улице местами показывает 12, 13, 14 градусов тепла. А здесь холоднее, чем в Казахстане. Проезжаем населенный пункт Алейск. Тоже есть вот заправки. Мощная водонапорная башня. Внимание пешехода, ограничение 70, фото-видеофиксация. Заправься по полной. Роснефть, зерно. Ограничение 50 кетті. 50 кетті. 400 метр. Білмеймін қай жерде бітеді. Nerede бітетін шығар? Анау алдыда, кажется, камера бар. Мәне, алдыда камера бар. Қара. Смотрите, сколько много камер здесь. С левой стороны столбы все в камерах, с правой стороны тоже в камерах. Обалдеть, так много камер. Водоохранная зона, ограничение 50, на 200 метров неровные дороги.
Вот здесь, видимо, какая-то река протекает. Это река Горевка. Здесь тоже местами есть вот эти вот приколы со знаками, с пешеходными переходами по трассе. Но зато здесь везде указывают, где заканчивается действие знака. Хотя бы так. Не надо ничего гадать. Точно не знаем, что это, но может быть рапс или какие-то цветы, непонятно. Такой оттенок еще интересный. Видеоцирк. Подсолнухи в ожидании солнца. Красота, просто бесконечные поля. Жоқ. Күн түсіп бер жаға жағынан күн түсіп. Мына жаққа күн түсіп жатыр, бірақ оншалықты жасыл емес. Бұл сары емес. Барнаул 88. Заезжали вот на АЗС Лукойл. Интересно, что мы вот там у местных спрашивали, а принимаете ли вы Visa и MasterCard, и почему-то они с уверенностью говорят, да, принимаем, типа пробуйте. Пытаешься оплатить, но оплата не проходит. Вот. И мы говорим, что тут как бы в Российской Федерации только МИР же работает. Но как бы люди все равно настоятельно говорят, надо пробовать, а вдруг. Короче, ничего не получилось, топливо мы не купили, едем дальше. Река Марушка. Проехали населенный пункт Калманка, едем дальше. Добрались до населенного пункта Барнаул, только что заехали. Но на карте отмечено Алтай. Не знаю, наверное, со временем как-то этот Барнаул стал больше. Сибирская долина, вот направление. Сейчас находимся в Барнауле. Хотя получилось поспать 2,5 часа. Состояние отвратительное. Мы ночью с Ангаром ехали как раз, чтобы добраться до Барнаула. И здесь вот поспали. Он еще спит. Дальше за рулем поедет Талгат. Мы здесь добрались, дождались, пока откроется обменный пункт. Поменяли деньги, заправились. Сейчас поедем покушать и продолжим путь. Ищем теперь, где позавтракать, катаемся по Барнаулу и по его окрестностям. Мы кофе, а кран писит. Короче говоря, сейчас едем по направлению в сторону центра. Вот направление опять на Рубцов. Здесь какое-то строительство идет чего-то. Здорово, слушайте, прям столько леса здесь в этих краях. Тоже вот сосновые боры.
Остановились у санатория Обь. Краевой онкологический центр «Надежда». Где-то в этой стороне вот катаемся. Ищем где покушать. Здесь, оказывается, трамваи катаются по городу. Есть очень старые. Насчет новых пока что не могу сказать. Вот такой вот райончик есть. Нашли вот такой вот ресторанчик «Шале». Булка, молоко, фудмаркет вон там есть. Здесь же, да, по-моему? Да, вот он «Шале» с левой стороны стоит. Вот. А, вот слева. Работает, надеюсь? А здесь конкретно прям, слушайте, прикольно, на 3-м этаже находится. Вид полностью на Сосновый Бор. Красота, короче говоря, очень симпатичное место. Завтраки стоят, вот английский завтрак, к примеру, 900 рублей стоит. Умножаем на 6,7. У нас сегодня опять жеребьевка. Выбираем человека, который сегодня ищет нам ночлег. Потому что предыдущую ночь человек, который должен был найти ночлег, не получилось. Как бы очень было сложно найти ночлег. Вот, так что сегодня вот у нас новый человек. Сейчас будем определять, кто ищет на следующую ночь ночлег и где он будет. Что там? Кімде? О, табылған жоқ, ол емес. Кім қалды? Қорқыныш болып қалды ма? Жолдастар Монголияға барып бізге қонатын жер керек. Нұрқожа выиграл сегодня лотерею. Все, удачи. Все. Мы в тебя верим. Все. Классно. Пора подвести небольшие итоги по дороге, да. Мы сюда вот из города Семей до Барнаула добирались. Если чисто дорогу считать, да, к примеру, без наших лишних остановок и так далее, то мы добрались бы за 7 часов и 50 минут. Вот чисто по нашему темпу, на 2 машинах, да, проехали буквально 440 километров. 440 километров за 7 часов и 50 минут. А если уже считать со всеми нашими остановками, там, обедами, да, заходы в магазины, то, что мы время потратили на границе, да, прохождение и так далее, это жутко. Получается, 440 километров Семей-Барнаул потратили 12 часов и 40 минут. Это очень много. Много времени заняла граница, много времени заняло то, что мы обедали, ужинали, да, то есть, ну, по времени. Вот такие вот временные рамки. Сейчас вот позавтракали здесь и будем дальше выдвигаться потихоньку в сторону границы с Монголией. Сегодня не знаю, где будем ночевать, но про это будет уже отдельное видео на канале. Так что подписывайтесь, делитесь с друзьями этим видео и следите за нашими приключениями. Приятного просмотра. Все еще находимся в городе Барнаул. Сказали, этот райончик называется «На горе». Сказали, если кто-то у нас спросит, так скажем, из местных жителей, типа, где вы, то просто говорите «На горе». Вот, сказали, до центра ехать буквально 15 минут. Здесь все рядом. Мы потихоньку вот проверяем небольшие моменты по машине. А он что, всегда открытый? Да. А, у него здесь? А, прикольно, слушай. О, ты всегда можешь увидеть, в каком состоянии фильтр. Самый легкий. Так. Потихоньку собираемся в дорогу. Есть вот такие объявления.
в этой поездке у нас на борту с собой есть Starlink, это спутниковая связь. И что самое интересное, оказывается, в данный период жизни, на 2025 год, компания Starlink, оказывается, ограничила возможности функционирования и работы своих спутников именно на территории Российской Федерации. Так что то, что у нас есть с собой Starlink, мы думали, как будем в дороге пользоваться им, да, чтобы не зависеть от Wi-Fi, мобильных телефонов, ну, мобильных сетей и так далее. Вот, но, к сожалению, не получилось. Уже на границе, когда мы перешли границу из Казахстана в Российскую Федерацию, пришло уведомление от Starlink о том, что на данной территории их сервис не предоставляется. Так что из-за этого мы находимся в Российской Федерации и без связи нормальной. Вот. И даже вот то, что мы пользуемся своими мобильными операторами, почему-то в роуминге они работают, ну, очень так себе. Местами вообще не ловят. Местами просто связь пропадает и навигатор наш теряется. В городе Барнаул я уже второй раз. За всю свою жизнь второй раз приезжаю в Барнаул. Первый раз был, наверное, ну, лет 10 назад. А вот дальше уже, сегодня планируем поехать в сторону Косагаш. Там никогда не был. Сейчас немного покатаемся по городу Барнаул. И уже в дальнейшем, конечно же, выскочим на нашу дорогу в сторону Монголии. Как вам вообще виды города Барнаул? Мы заметили, что здесь очень много деревьев, очень много зелени. Такой прям зеленый город. Ну и в целом, вообще, кстати говоря, вроде как Российская Федерация имеет вообще, если говорить по всему миру, 1/3 всех деревьев. То есть 1/3 всех деревьев, говорят, растет именно здесь, то есть находится в Российской Федерации. Это очень много. Вот такие прикольные светофоры они покрасили, местами в серый цвет, местами в оранжевый цвет. О, смотрите, трамвай едет, видите? Старенький такой трамвай. Вот смотрите, вот такой вот старенький трамвай катается, прям, ну, очень старенький. Не знаю, у них, может быть, есть какие-то обновленные версии, но вот эта версия, кстати говоря, довольно старая, не знаю, каких годов. Вот и тут такая вот вышка есть. А, подожди, ой, тут была большая вышка, проехали. Эх, ладно, ну, сдалека только было видно. О, смотрите, как выглядит центр города. Обалдеть, Барнаул. Красота, слушайте. О, там много, прям, слушайте, большой город такой. Симпатично выглядит так. Ну все, мы, можно сказать, потихоньку прощаемся с городом Барнаул. Дальше выезжаем в сторону, ну вы уже слышали, я не буду напоминать, Монголия. Видите, вот можно на речной вокзал выходить, центр Новороссийск был или что? Что-то не успел прочитать. О, смотрите, какой на горе прикольный подъем у них здесь. Ага, местный Коктубе, как у нас. Здесь вот новые дома строятся, башенные экраны стоят, здесь вот чертово колесо есть. И, я так понимаю, уже потихоньку покидаем город. Река Обь. О, река огромная просто, пляжи, смотрите. Люди купаются, красота. О, смотри, Барнаул надпись классная. Вообще, красота, красота. Река реально широкая, огромная. Лес просто. Шикарно, природа мощная. Ну все, потихоньку выезжаем. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.